Вяжем 32 ряд. В 32 ряду мы делаем убавки, образовывая сборку. Итак, вяжем убавка, вторая убавка, 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем 17 убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще 17 убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Мы закончили ряд. Оставляем ниточку сантиметров 30-40, обрезаем. Вот что у нас получилось. После провязывания последнего ряда по окружности у нас получилось 48 петель. Следующим этапом будет пришивание донышка. Мы вставляем оставленный нами хвостик нити в иглу и пришиваем петля в петлю донышко и деталь туловища. Шьем по кругу, оставляя небольшое отверстие для того, чтобы потом заполнить игрушку наполнителем. Набиваем игрушку наполнителем. Дно пришито, игрушка набита. Вот что у нас получается. Сейчас будем делать утяжки. Для того, чтобы вам было легче определиться с местами утяжек, я вот проложила такие контрастные ниточки и бусинками наметила места утяжек. Утяжки мы делаем из центра донышка вот в эти точки. Вот эта утяжка у нас располагается между 4 и 5 рядом. Вот эти 3 утяжки между 7 и 8 рядом. Вот эта вот линия, которую мы намечали, она помогает нам сориентироваться, чтобы вот сделать такую ступеньку. Можно иголочкой подправить наполнитель, чтобы сформировалась вот такая мордочка.
Вот посмотрите, две лягушки связаны абсолютно из одинаковой пряжи, но вот эта набита мягко, у этой набивка более плотная, и уже визуально у них размеры немного отличаются. Видите? Поэтому не привязывайтесь к размерам, плюс-минус они все равно будут отличаться. Дальше мы вяжем глазки. Я связала их из пряжи белого цвета, тоже использовала пряжу джинс. Если вы будете вязать из другой пряжи, он должен получиться 4 сантиметра в длину и 2,5 сантиметра в широком месте. Вяжем 2 детальки. Следующим этапом вязание века. Описание я вам прилагаю, справитесь самостоятельно. Вот такая деталь у нас должна получиться. При вязании последнего ряда можно взять крючок поменьше, либо связать его немножко плотнее, чтобы получилась вот такая форма. Деталь можно вывернуть на лицевую сторону, можно оставить так, спрятав все хвостики. Вяжем тоже 2 детали. В диаметре получилось 4 сантиметра. Итак, мы связали детали, заправили все ниточки. Теперь вставляем наши глазки в веко. И закрепляем их таким образом, чтобы изобразить вот такой вот взгляд. Можно зрачки вклеить, если у вас интерьерная игрушка. Если же с ней будут играть дети, конечно, лучше сшить. Я для этого использую обыкновенную швейную нитку. И вот закрепляем таким образом. Формируем вот такой вот осмысленный взгляд. Глазки у нас готовы. Мы их соединили между собой, немножко прижали в верхней части. Вот что у нас получилось. Теперь остается разместить их на мордочке и пришить. Глазки мы пришили. Поправим мордочку и вот в этом месте сделаем закрепку. Зрачки лягушки я приклеиваю в последнюю очередь, когда игрушка уже почти готова. Дальше мы с вами свяжем шнурок. Он примерно длиной 15 сантиметров. Ну, лучше связать его немножко побольше, если что, распустить. Сейчас я покажу вам, как вяжу его я. Вяжем квадратный шнурок на 4 петлях по кругу. Итак, 4 воздушные петли. Вводим крючок в первую петельку. Провязываем столбик. Придерживая за хвостик вязания, вводим крючок во вторую петельку. Провязываем второй столбик. В третью провязываем столбик. В четвертую столбик. Начиная с пятой петельки мы захватываем следующую петлю и протяжку. Придерживаем конец вязания за хвостик, конец шнурочка, вводим крючок в петлю и рядом с ним протяжка. Провязываем столбик. Следующая петля, рядом с ней протяжка, столбик. И так вяжем по кругу. Петелька, протяжка, столбик. Петелька, протяжка, столбик. Вяжем по кругу на необходимую нам длину. Вот такой симпатичный шнурок у нас получается. Квадратный шнурок. Он отлично лежит на плоскости, и его удобно пришивать вот за вот эти вот петельки. Шнурок связали. Накалываем его булавочками на мордашку лягушки. Таким образом, чтобы подчеркнуть ее прелестный характер. Излишки шнура распускаем и шнурок пришиваем к мордашке. Для зрачков я использую вот такие металлические пайетки у меня есть. Вы можете использовать полубусины либо маленькие пуговки. Размер 5 мм. Ну вот, наша лягушка-подружка готова. Спасибо, что вязали ее вместе со мной.
Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте класс, подпишитесь и пришлите его тем, кому оно может быть интересным. Спасибо. С вами была Любовь Бабкова. До новых встреч!